Всем привет! Я продолжаю свой видеоряд фалопластика. Конец-то! В первом видео я рассказал вам, какие этапы бывают, и что если у вас нет никаких осложнений, то у вас будет 4 операции. И я говорю сейчас про Германию. В Америке и в Англии, насколько мне известно, делается это в 3 этапа, потому что головку члена и имплантанты яичек делают вместе с имплантацией насоса. Но я могу ошибаться, и поэтому я лучше буду рассказывать вам то, что я знаю о Германии. И почему я выбрал или выбираю для себя именно руку. Вот. Но все же каждый должен решать для себя, что ему больше подходит и что он может себе позволить, потому что не каждый может взять и поехать в Америку или приехать в Германию, и не факт, что в Германии или в Америке лучше. Итак, например, можно использовать часть кожи из ноги. Это второй по распространенности способ фалопластики. А именно берется примерно такой же кусок кожи, как и из руки вот примерно вот так. Из ноги берется, значит, вот такой вот примерно кусок ноги, именно спереди, потому что, или сверху, я не знаю, как это обозначить, потому что здесь посередине, поверху проходит вена. А нужна вена для одна или даже две, если повезет, в руке их больше, для лучшего кровообеспечения. Есть еще способ, когда берется кожа где-то отсюда, и потом получается вот примерно вот такой вот шрам. А еще бывает берется кожа из-под низа живота или значит, из паховой области. Суть всегда одна. Кроме того, что я вам рассказывал в предыдущем видео про фалопластику, где я рассказывал про подготовительную операцию или вот эту процедуру с трубочкой для уретры, которая здесь вот сюда вставляется, или, ну, в общем, в то место, откуда будет браться кожа для фалопластики, в принципе, кроме Германии, по-моему, так никто не делает. И в частности, есть один очень известный в Германии врач, доктор Лидл, он находится в Мюнхене, он этого не делает, он уролог, и он считает, что этот способ, ну, не очень хороший, собственно, потому что люди, когда промывают трубочку, они ее вот вставляют, может быть, не очень аккуратно, и делают новые рубцы. И эти новые рубцы могут ну, быть причиной для свещей или для стенозов. Но статистика того врача, к которому я в итоге хочу идти в Берлине, это доктор Кюнчер, и их двое, и доктор Буль. Их статистика говорит о том, что у них намного меньше проблем и осложнений, если они используют именно такую подготовку. Я хочу идти именно к ним, потому что у них самые эстетические для меня подходящие результаты, которые я видел на фотографиях, и я разговаривал с людьми, которые у них оперировались, и они были очень довольны. У доктора Лидла в Мюнхене люди тоже довольны, вот, но мне эстетически просто результат нравится в Берлине больше, и к тому же я живу в Берлине, и мне намного проще сделать это все здесь. Что важно знать, прежде чем принять решение, из какой части тела вы хотите, чтобы вам сделали фалопластику. Если фалопластику делают из руки, то фалос получится тоньше и меньше, чем если он будет из ноги или из спины. Но дело в том, что размеры очень-очень отличаются друг от друга. Если берется из спины или из ноги, то он получается где-то вот такого вот размера и такого вот диаметра. Что это такое? Это, значит, скажу вам, это вот это примерно 20 сантиметров. Бывает поменьше, бывает и 17. 17 это вроде бы клевый размер. Но проблема, для меня проблема, каждый решает сам для себя, в диаметре. Потому что вот такой вот диаметр это где-то 5,5 сантиметров, 6 сантиметров. Я для себя решил, что мне это слишком много. Я не могу себе представить носить такой огромный фалос в штанах или
я, например, хочу ходить в сауну и использовать общие раздевалки и души, и я сам 1,60 м ростом, относительно, ну, худощавого телосложения, ну, подкачаюсь, значит, еще после всех этих операций буду снова более или менее качком, но все-таки такой член мне не подходит. Это мое решение. Это должен каждый сам для себя понять и решить. К тому же, что касается секса, нужно разговаривать со своим партнером, как бы это тоже должно, ну и вы сами должны понимать, что если он у вас такого размера, то когда вы вставите в него, имплантируете насос, если вы собираетесь это делать, то насосы, нужно понимать, имеют тоже определенные размеры, как длины, так и толщины. И он не будет полностью твердым. Я для себя принял решение, что лучше я сделаю из руки, и тогда он будет потоньше, поменьше, мне будет проще с ним ходить вообще в жизни, и он будет ко мне, к моему росту и телосложению подходить. И плюс насос или другой имплантант, бывают разные, об этом в отдельном видео, будет его наполнить немножко, и в стоячем состоянии это будет более-менее естественно, я предполагаю. Это то, что я слышал о других, читал, и как себе это сам представляю. Вот, будет как бы, он будет более твердым и более естественно выглядеть и ощущаться как бы для партнера, ну и для меня, собственно, на ощупь снаружи. Что касается ощущения самого члена, нужно быть готовым к тому, что очень долгое время вы ничего не будете там чувствовать. Может быть, вначале вы начнете чувствовать чисто сам нерв, который будет присоединен к клитору, но сексуальное чувство будет только в клиторе. Остальное это чисто такое чувство прикосновения. Вот вы дотрагиваетесь до неважно докуда, до себя дотрагиваетесь, вы чувствуете, тут моя граница с внешним миром. Я понимаю, что сейчас до меня дотронулись. И это будет только там, где проходит сам нерв. А все остальное, весь остальной фаллос не будет ничего чувствовать. И нужно быть к этому готовым. Вот. В частности, еще нужно быть готовым к тому, что пока вы никакого насоса не вставили туда, то он будет мягким, дряблым, его можно будет просто сжать полностью, его можно будет скрутить улиточкой или сложить как-то, и у него будут появляться какие-то складочки, если вы будете его складывать всегда одинаковым образом. И это все не свойственно обычному члену, а именно вот при фалопластике так. И к этому нужно быть просто готовым, и нужно понять для себя, будет ли это что-то, что вы примете для себя. Это ваша часть тела новая, и если от этого, если вы ожидаете, что ваш член будет выглядеть примерно так же и ощущаться, как и член цисгендерного мужчины, то вы будете разочарованы, и это может даже усилить вашу дисфорию. Поэтому будьте осторожны, сначала проинформируйтесь. Если у вас есть возможность встретиться с кем-то, у кого уже была такая операция, и подробно все расспросить его. Может быть, и он вам даже покажет. Вот, и я, значит, однажды встретился с одним, который показал мне, как у него это выглядит, и я был удивлен тому, насколько гибок его пеноид или фаллос был. Нужно понимать, это просто кожа, Вот, возьмите кожу, вот, это кожа. Ее вот возьмите и скатайте, там, не знаю, в 2 раза, в 3 раза, там, на животе немножко жир, на спине и на ноге тоже жир. И, кстати, это будет немножко более правдоподобно, если вы возьмете кожу из спины или из ноги. Более правдоподобно, может быть, по ощущению, но все равно, или по толщине, но все равно он будет очень гибкий. И его нельзя будет просто вот одним пальцем, предположим, вот так вот приподнять, да, вот член, вот вы его вот так вот приподнимаете. Нет, он весь обвиснет, как тряпочка. Его вот так можно приподнять. Поймите это, знайте это. Если вы это поймете, живете с этой мыслью, будете
для вас это окей, тогда это окей. А дальше уже речь пойдет об имплантантах, какие бывают, нужны ли они вообще, бывают насадки специальные, которые утвердяют, делают твердым ваш член, с которыми тоже можно заниматься сексом. Вот, ну, пожалуй, все на этот раз. Как-то довольно сумбурно. Ну вот. Покажу вам свою кошечку. Хотите? Смотрите, вот тут Кыся. Кто-то хотел Кысю. Вот Кыся. Кыся. Вот одна. А вот вторая. Ты в камеру посмотри вот сюда. Сюда смотри. Муська. Спасибо за внимание. До следующего раза.